Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 500 грамм салаки или сайры. У рыбы отрезаем голову, разрезаем брюшко. Если есть икра, вынимаем ее, откладываем в сторону, удаляем внутренности и черные пленки. Этому гениальному трюку меня научила бабушка из Одессы. Жареная рыба осталась в прошлом. Этот рецепт рыбы удивил всех. Дешево и полезно для всех. Дешевая рыба сайра или салака вкуснее лосося. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Я никогда не ела такой вкусной рыбы. Я больше не жарю рыбу, вкусно и полезно для всей семьи. Теперь всегда готовлю рыбу так. Полезно, вкусно и просто. Когда у меня есть рыба, я запекаю ее в духовке по этому рецепту. Теперь рыбу тщательно промываем под проточной водой, перекладываем в миску. К рыбе добавляем пол чайной ложки специй к рыбе, пол чайной ложки сушеного гранулированного чеснока, треть чайной ложки сушеного имбиря, добавляем по пол чайной ложки сушеного укропа и сладкой копченой паприки. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. И 1 столовую ложку растительного рафинированного масла. Хорошенько перемешиваем рыбу, чтобы специи равномерно распределились по рыбе. Приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка соуса терияки, 1 столовая ложка майонеза и 1 чайная ложка горчицы. Хорошенько перемешиваем. Заливаем рыбу маринадом, равномерно распределяем. Накрываем пищевой пленкой и оставляем промариноваться на 30-60 минут. По истечении времени приготовим луковую подушку. 1 репчатый лук нарежем четверть кольцами. Теперь мелко нарежем пол пучка укропа. К луку добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. Отделяем четверть колечки лука друг от друга. Смешиваем с укропом, солью и черным перцем. Перекладываем ароматный лук в форму для выпекания и равномерно распределяем. На лук одним слоем выкладываем рыбку. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях, пишите свой отзыв о рецепте и делитесь своим опытом приготовления рыбы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь форму накрываем фольгой и отправляем рыбу в духовку на 25-35 минут, смотрите по своей духовке. Тем временем приготовим гарнир. 5 довольно крупных картошек очищаем.
Теперь картошку нарезаем на 4 части. Доводим до кипения 2 литра воды, добавляем половину чайной ложки соли и опускаем картошку в кипящую воду. Доводим до кипения, перемешиваем, собираем пену, убавляем огонь до умеренного, накрываем крышкой и варим 10 минут. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла, разогреваем, а тем временем некрупным кубиком нарежем 1 репчатый лук. Отправляем лук в разогретую сковороду и обжариваем до золотистости. Пока обжаривается лук, очистим 3 зубчика чеснока и мелко нарежем. Добавляем чеснок к луку, обжариваем до золотистости. А тем временем на крупной терке натрем одну очищенную морковь. Добавляем морковь в сковороду. Обжариваем до полумягкости. Теперь в сковороду добавляем 20 грамм сливочного масла и по 1/3 части чайной ложки сладкой копченой паприки, куркумы и смеси зелени. Перемешиваем и даем прогреться специям 1 минуту. Затем добавляем соль по вкусу. Я добавляю пол чайной ложки соли и черный перец по вкусу. Перекладываем картофель в сковороду. Добавляем воду, в которой варился картофель, объемом 300-400 мл. Добавляем отложенную икру из рыбы. Перемешиваем, доводим до кипения, убавляем огонь до умеренного, накрываем крышкой и тушим картошку с овощами и икрой 15 минут. Теперь с рыбки снимаем фольгу и отправляем в духовку еще на 3-5 минут, чтобы подрумянился верх. Тем временем картошка с овощами и икрой готова, подаем к столу. Вкусная ароматная рыбка также готова. Подаем к столу и наслаждаемся. Гениальный рецепт приготовления рыбы. Беру самую дешевую рыбу, а получается невероятно вкусно. Просто пальчики оближешь. Дешево и полезно. Жареная рыба уже в прошлом. Рецепт вкусной рыбы без заморочек. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 500 грамм салаки или сайры. Очищаем рыбу. У рыбы отрезаем голову, разрезаем брюшко и удаляем внутренности и черные пленки. Затем со стороны хвоста делаем надрез вдоль хребта и аккуратно удаляем хребет с хвостиком. Также удаляем плавник со стороны спинки. Вот такое филе рыбы получается. Теперь промываем рыбку. Этому гениальному трюку меня научила бабушка из Одессы. Не жарьте рыбу, пока не увидите этот рецепт. Дешевая рыба салака или сайра вкуснее лосося. Этот рецепт рыбы удивил всех. Я никогда не ела такой вкусной рыбы. Теперь всегда готовлю рыбу так. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Дешево и полезно. Когда у меня есть рыба, я готовлю ее по этому рецепту. Гениальный рецепт приготовления рыбы. Беру самую дешевую рыбу, а получается невероятно вкусно. Просто пальчики оближешь. Рецепт вкусной рыбы без заморочек.
Приготовим маринад для рыбы. Для этого нам понадобится 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки соуса терияки, половину чайной ложки специй к рыбе и половина чайной ложки сушеного укропа. Перемешиваем. Смазываем маринадом рыбу и оставляем промариноваться на 20 минут. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях, пишите свой отзыв о рецепте и делитесь своим опытом приготовления вкусной рыбы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. По истечении времени в сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла, равномерно распределяем и разогреваем. А тем временем в отдельную миску всыпаем 2 столовые ложки картофельного крахмала. Теперь в отдельную миску вбиваем 1 куриное яйцо, добавляем соль и черный перец по вкусу, перемешиваем. Добавляем 2 столовые ложки питьевой воды. Перемешиваем. Теперь каждое филе рыбки обваливаем в крахмале. И обмакиваем в яйце. Опускаем подготовленное филе в разогретую сковороду. Обжариваем на умеренном огне рыбу в течение 4-6 минут до золотистости. Пока обжаривается рыбка, займемся соусом. Для этого нам понадобится 1 репчатый лук. Лук нарезаем мелким кубиком. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла, равномерно распределяем, разогреваем и опускаем лук. Обжариваем лук до золотистости, периодически лук перемешиваем. Теперь рыбку переворачиваем и также на умеренном огне обжариваем 4-6 минут до золотистости. Пока обжаривается рыбка со второй стороны и золотится лук, очистим и мелко нарежем 1 головку чеснока. Добавляем чеснок к луку и также обжариваем до золотистости. Теперь убираем рыбу со сковороды на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло, и обжариваем вторую партию рыбы. Лук с чесноком подрумянились, добавляем 60 грамм томатной пасты, перемешиваем и прогреваем 1 минуту на умеренном огне. Затем вливаем 200 мл питьевой воды, перемешиваем. Добавляем половину чайной ложки сахара для баланса вкуса. Добавляем соль и черный перец по вкусу.
Добавляем половину чайной ложки сушеного укропа и половину чайной ложки сушеного базилика. Добавляем 3 горошины душистого перца и 2 лавровых листика. Перемешиваем и тушим соус на умеренном огне 5 минут. Переворачиваем вторую партию рыбки и обжариваем до готовности. Соус готов. Рыбка также готова, подаем к столу. Гениальный рецепт приготовления рыбы. Если вы не знали, как вкусно приготовить рыбу, этот рецепт просто находка. Лайфхак, как жарить рыбу. Вкуснейшая жареная рыба. Вкусно, просто, дешево и полезно. Муж в восторге. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 700 грамм мойвы. Замаринуем рыбу. Отправляем мойву в пакет. Теперь нам понадобится цедра одного лимона. При помощи терки извлекаем цедру. Важно только желтую ее часть, иначе цедра будет горчить. Добавляем цедру лимона к рыбе. Добавляем половину чайной ложки соли. Черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе, половину чайной ложки гранулированного чеснока и половину чайной ложки сушеного укропа. Прокатываем лимон по доске, чтобы легче было извлечь из него сок, и поливаем рыбку 1 столовой ложкой лимонного сока. Фиксируя края пакета, хорошенько перемешиваем рыбу, чтобы специи распределились по каждой рыбке. Оставляем рыбу промариноваться на полчаса. Тем временем займемся гарниром к рыбе. Нам понадобится 2 картошки. Картофель тщательно промываем и нарезаем на дольки. Не жарьте, не запекайте мойву, пока не увидите этот рецепт. В рыбном магазине дали рецепт и научили готовить мойву. Дешево и полезно. Гениальный рецепт приготовления мойвы. Рецепт вкусной рыбы без заморочек. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Жарить рыбу еще никогда не было так просто. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Лайфхак, как жарить рыбу. Перекладываем картофель в миску. При помощи бумажных полотенец убираем лишнюю влагу. Теперь к картошке вбиваем 1 куриное яйцо. Хорошенько перемешиваем. В сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла, добавляем 1 столовую ложку оливкового масла, распределяем равномерно по сковороде и разогреваем. А тем временем к картошке добавляем соль по вкусу, добавляем по половине чайной ложки сушеного укропа, гранулированного чеснока, куркумы и сладкой копченой паприки. Перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились по картофелю.
Теперь на картофель посыпаем 2 столовые ложки кукурузной муки, 1 столовую ложку картофельного крахмала и 2 столовые ложки панировочных сухарей. У меня домашние. Перемешиваем. Сковорода с маслом разогрелась, перекладываем картофель. Убавляем огонь до умеренного и обжариваем картошку 3-5 минут до золотистости нижней стороны картофеля. Затем картошку переворачиваем. И также на умеренном огне обжариваем еще 3-5 минут до золотистости и готовности картофеля. Готовность проверяем шпажкой. Затем убираем картофель со сковороды на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Теперь в сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла и 2 столовые ложки оливкового масла. Разогреваем и возвращаемся к рыбке, приготовим панировку. Нам понадобится 3 столовые ложки пшеничной муки, 2 столовые ложки кукурузной муки и 1 столовая ложка картофельного крахмала. Добавляем треть чайной ложки соли и хорошенько перемешиваем. Обваливаем каждую рыбку в панировочной смеси. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях. Пишите свой отзыв о рецепте и делитесь своим опытом, как любите готовить мойву вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. И выкладываем рыбку в сковороду. Обжариваем 3-5 минут на умеренном огне до золотистости нижней стороны рыбы. Затем мойву переворачиваем. И также на умеренном огне обжариваем 3-5 минут до золотистости и готовности мойвы. А тем временем подготовим вторую партию мойвы. Первая партия мойвы готова. Убираем ее на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу. Аналогично обжариваем вторую партию мойвы. Жареная мойва готова, подаем к столу. Больше не надо думать, как готовить мойву. Если вы не знали, что приготовить из мойвы, это великолепная идея. Вкуснейшая жареная мойва с картошкой. Вкусно, просто, дешево и полезно. Мало кто так готовит мойву. Муж в восторге. Простой и вкусный рецепт, как приготовить мойву. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.